Доброе утро! Это программа о вкусной и здоровой пище. Меня зовут Сталик Ханкишиев. Сегодня вы увидите, как это блюдо заполнится самым вкусным, самым ароматным и нежным в мире мясом. Сегодня вы увидите самый нахальный способ приготовления плова. И все это потому, что у меня на участке появился тандыр. А что вы так удивляетесь? Мы же прямо здесь, когда наш будущий тандыр был совсем маленьким, готовили паэлью, пахлаву, джизбыс. Помните? Потом он немножко подрос, и мы в нем готовили макароны и самаркандский плов. А вот теперь он рос и вырос в настоящий тандыр. Настоящий тандыр, в котором можно приготовить хоть целого барана. Не верите? Не верите, что у меня для вас заготовлен целый баран? Идемте, я вам все покажу. Вот отличная баранья туша. Несколько дней провисела в холодильнике, чтобы мясо стало мягче. А вот все необходимые инструменты для ее разделки. Но я уступаю место молодым. По возрасту Абдулладжон годится мне в сыновья, но по уровню мастерства в разделке мяса он один из моих учителей. Посмотрите, как ловко, как споро он работает. Вот курдюк отделил от туши. У меня никогда не получается так аккуратно. Этот стержень я вставляю в позвоночник для того, чтобы разрубить тушу пополам. Почему-то Абдулладжон убрал его в сторонку. Тушу начинают разделывать с передней части, поэтому заднюю часть Абдулладжон отделяет точными, выверенными ударами топора. Все, пусть повисит пока, подождет своей очереди. Ну а теперь смотрите внимательно, все будет происходить очень быстро. Мы как могли тормозили Абдулладжона, чтобы успеть все заснять. Одно движение, второе движение, третье, и лопатка отделена от туши. Абдулла дважды проводит ножом вдоль хребта, обнажая гребень. И теперь безо всякого стержня, удерживая передок одной рукой, разрубает сначала грудку, а затем дважды проходит вдоль хребта. И вот два бараньих бока отдельно, а хребет отдельно. Из хребта получится отличный бульон. Что на шурпу, что на борщ. Не пробовали готовить борщ из баранины? Бараний бок содержит в себе довольно разное мясо. Корейка, то мясо, которое прилегает к хребту, пожалуй, что лучшее мясо для шашлыка. А грудинка и ребрышки хороши на бульон, либо на быстрое обжаривание. Как хирург, одним движением Абдулладжон разрезает сустав и отделяет лопаточную кость. Лопатка – отличное мясо на плов. Я попросил Абдуллу удалить все кости из мяса. Мне сегодня понадобится только мякоть. Разделка мяса под узбекскую, азербайджанскую кухню предусматривает работу топором. Но сегодня Абдулладжон работал только при помощи ножа. И пока что он не совсем понимает, зачем мне нужна такая куча мякоти. Рахмат акем. Спасибо. Мастер. Пересмотрите этот фрагмент еще раз. Телезрители, чтобы узнать, как разделывать барана, должны приготовить камеры своих смартфонов. Сейчас на экране появится QR-код, и вы увидите подробный мастер-класс от лучшего мясника Москвы. Сортировка мяса – моя работа. Я разрезаю мясо по мышцам. В бараньей туше не бывает плохого мяса, но каждый кусочек требует понимания, как его готовить. Одно мясо можно готовить довольно быстро и при высокой температуре. Другое мясо требует влаги, чтобы в нем размягчились все пленки и жилки. Поэтому я разделил мясо условно на 3 категории. А теперь добавляю немного жира от курдюка. Мясо можно приготовить без воды, с водой, с овощами, без овощей. Но вот без жира мясо вкусным не получится. На 12 килограмм мякоти я добавляю 2 килограмма курдюка. Вот теперь можно подумать о специях.
кориандр, сухие горные травы, даже с цветочками, немного зиры и немного черного перца. Если в ступку добавить ложку крупной соли, приправы разотрутся гораздо легче. Крупинки соли помогают. Вот и все, достаточно. Зира и молотый черный перец измельчения не требуют. Но мы готовим приправу на 14-15 килограмм мяса, поэтому столовой ложки соли будет явно недостаточно. Добавляем еще несколько ложек. Если из мяса готовить фарш, то на каждый килограмм мяса пойдет столовая ложка без верха соли. А если мясо крупными кусками, то на каждые 2,5-3 килограмма 1 ложка соли. Ну давайте полюбуемся, что за мясо у нас собралось в поддоне. Это было мясо первой категории. Самое лучшее, самое нежное. Посередине мясо второй категории, которое пошло бы в плов, в блюдо для недолгого тушения и которое оптимально подходит для длительного запекания. А по левую руку я выкладываю мясо, которое хорошо было бы варить, которое требует очень длительной термообработки. Но любое мясо, что первой категории, что второй, что третьей, требует одинакового количества соли, специй и нашего главного маринующего вещества. Равномерно посыпаем мясо приправами. А вот теперь стакан лукового сока. В результате мясо должно приобрести вкус примерно такой же, как замаринованное на хороший шашлык мясо. Но для этого требуется время. 10-12 часов – это минимум, ведь куски мяса очень крупные. Раскладываем их в том же порядке, в котором они были уложены. С левой руки мясо третьей категории, с правой руки мясо первой категории. Самое мягкое, самое нежное. Ну и вот, отлично замаринованное мясо. Полюбуйтесь, какое мясо. Только у меня к вам вопрос. Как мы это мясо будем готовить в тандыре? Надеть на шампуры и поставить в тандыр? И чем это будет отличаться от простого шашлыка? Нет, у меня идея получше. Посмотрите, что у меня есть. Вот это, товарищи, баранья шкура. Именно от этого самого барана и есть. Ужасно выглядит, да? Ужасно? Страшно? Еще бы! Но вы бы знали, какая она вкусная. И каким вкусным получается мясо, которое завернуто в баранью шкуру. Кстати, ну вы видите, да, что она абсолютно лишена шерсти, что она чисто выскоблена. Да, баранью шкуру сначала ошпарили, вытащили из нее руками всю шерсть, потом смолили, полили. После этого ее снова поливали кипятком и выскребли. Одним словом, с бараном поступили. Ну, можно сказать, по-свински. И теперь по этой шкуре нам надо разложить куски мяса. Вот теперь я вам раскрываю секрет, почему я разделил мясо на 3 категории. Дело в том, что снаружи будет лежать то мясо, которое требует большей температуры, более долгого приготовления. То есть достаточно жесткие кусочки. Следующий слой пойдет, мясо, скажем так, средней категории. А в самую середину уложим мясо, которое можно готовить совсем чуть-чуть, а получается оно при этом восхитительным. Очень вкусно готовят в тандыре на самом юге Узбекистана. Там куски бараньей туши подвешивают в тандыр целиком. Вот так, как мы сегодня, не заморачиваются. Более того, мы равномерно распределим самую вкусную часть любого барана. Кусочки курдюка. Понимаете, у барана курдюк вот здесь. Голова вот здесь. Мясо все вот здесь. Ну как ты его приготовишь, чтобы было вкусно? А вот теперь курдюк равномерно распределен по баранине. Раздразнил я вас? Вызвал раздражение? Где вы возьмете такую шкуру? Нечто каждый горожанин держит по барану, и у него есть где смолить шкуру. Спокойно, товарищи. За вас подумал Стали Ханкишиев. Все очень просто. Есть такая бумага для выпечки. Практически пергамент. Выкладываете мясо на пергамент, заворачиваете колбаской
и оборачиваете несколькими слоями фольги. Да? И точно так же в тандыр. А тандыра у вас нет? Закладывайте в духовку. Все получится просто превосходно, если вы будете слушать меня и запомните температурные режимы для духовки, о которых я вам расскажу позднее. Именно в соблюдении температурных режимов секрет вкуса. Ну и упаковываем. Там, где была шея, там, где была попа. И пошли подворачивать бока. Ну-ка. Ну, бывают такие задачи, которые один никто не сможет сделать. Ну, хоть какие руки будут, хоть какая голова будет, хоть какой гений. Вот Эйнштейн тоже не свяжет эту шкуру один без помощи людей. Вот и я прибег к помощникам поддержать, чтобы обвязать как следует шпагатом. Шпагат специальный, мясной. Обвяжем на первый раз. Для прочности обвяжем на второй раз. Шпагата хватит. Самое главное, чтобы это все не развязалось и не оказалось в тандыре на радость собачкам. Вот конфетка так конфетка. Но это еще не все. Ее необходимо надеть на шампур. Вот на какой шампур. Понимаете? Ага. Вот теперь-то сподручнее. Вот теперь-то удобнее. Этой вилочкой отсюда. А этой спереди. Пожалуй, что обвяжу еще одной бечевкой для надежности. Так, конфетка практически готова. А как там тандыр? Тандыр пока что греется на газе. А как там газ горит? О, так себе горит газ. Пора переходить на другой вид топлива. С другой стороны, тандыр нагрет чуть больше 150 градусов по внутренней стенке кирпича и чуть больше 80 по наружной стенке кирпича. Хотели бы узнать, как тандыр устроен внутри? Хотите заглянуть? Ну идемте, буду показывать. Зачем мне необходимы 2 градусника? Для того, чтобы понимать, насколько глубоко прогрет тандыр. Дело в том, что кирпич прогревается очень медленно. Может быть, 2-3 часа необходимо для того, чтобы как следует прогрелся кирпич. Но зато и отдает он это тепло точно так же медленно. Все, можно засыпать уголь. Наверное, добавлю даже еще. Когда протапливают обычные традиционные тандыры, все тепло уносится в небо. Понимаете, кладут охапку дров, либо хвороста, и пламя вот так выскакивает из тандыра. Это неэффективно. Я могу накрыть мой тандыр крышкой, и он не потухнет. Знаете почему? А то смотрите, вон там у меня дымоход. Горячие газы от угля либо от дров поднимаются, упираются в крышку. И пока они не отдадут свое тепло тандыру, они не могут опуститься и выйти через дымоход. При этом горит все замечательно, и тандыр греется очень быстро. Поэтому я досыпаю еще немного угля. Вот этого будет в самый раз. И прикрываю дверцу. Оставляю такое отверстие, чтобы только уголь не потух. Ну а сам тандыр можно накрыть, чтобы Грета радовалась. Ну а мне чем заниматься еще часок, пока тандыр выйдет на рабочую температуру? Я скажу вам чем. В Средней Азии, в Узбекистане, когда в тандыре готовят, под мясо ставят казан. В этот казан наливают воду, закладывают туда лук, морковь, картошку, помидоры. С мяса соки капают в казан. И в казане образуется превосходная тандырная шурпа. И вот я подумал, а что если в казан наложить продукты не для шурпы, а все для плова? Вот, например, масло и лук, самый нижний слой. Сюда же немного соли, примерно пол-столовой ложки. А теперь морковь. Морковь нарезанная, как на плов. Морковь присыпать зирой и барбарисом. Головка чеснока и пара перчиков. Словом, все как в настоящем плове, только все закладывается одним разом.
поверх моркови пошел рис. Только мясо пропускаем. Но мясо-то у нас вон сколько. Вместе со шкурой да курдюком килограмм 15 будет. А плова будет только попробовать. Небольшой казанчик. Конечно, плов мы сегодня готовим абсолютно нахальным способом. Кто так плов готовит, когда все продукты закладываются одним разом? Спокойно. Я уже готовил плов в русском чугунке. В русской печи. Правда, в прошлый раз я продукты закладывал 2 раза. В первый раз мясо, лук и морковь, а во второй раз только рис. И плов получился замечательный. Да ни один мой земляк-узбек не отличил бы тот плов от приготовленного в казане. А хлопот в десятки раз меньше. Вы понимаете? Заложил все и поставил в тандыр. Ну, в смысле, в печь. Я вот сейчас рис посолю, и мы с вами поступим точно так же. Я поставлю этот казан под мясо. Пусть мясные соки сюда накапают. И посмотрим, каким получится плов. Получится, будем рады. Не получится, всем расскажем. Ребята, так плов готовить нельзя. То есть все примерно как в обычном плове. Но эта вода будет испаряться и помогать готовиться мясу. А мясо будет отдавать капельки своего сока, и они попадут сюда в рис. Вот я очень надеюсь, что все получится просто замечательно. Готов тандыр? Прогрет. Прогрелся до 260 градусов внутри и почти до 100 градусов снаружи. Понимаете, стенки тандыра имеют толщину 12,5 сантиметров. И это кирпич. Это материал, который нагревается очень медленно. Вот проведите мысленный эксперимент. Возьмите, скажем, 5 килограмм железа, кладем его в костер. И необходимо нагреть его до 100 градусов. Насколько быстро он нагреется? Да практически моментально. А кирпич до 100 градусов сколько будет нагреваться? А если взять 5 литров воды, это сколько дров надо сжечь? И сколько времени необходимо ждать, пока эта вода хотя бы закипит? Понимаете? Продукты, которые мы ставим в тандыр, имеют немаленькую теплоемкость. Вот здесь 7 килограмм продуктов, которые будут очень долго нагреваться. Потом там у нас не то 15, не то 20 килограмм, тоже будут очень долго нагреваться. Часть тепла, накопленная тандыром, пойдет наружу, будет греть Московскую область. И значительная часть тепла войдет в это мясо. Сначала я тандыр накрываю фольгой с термоизоляцией. Кстати говоря, она почти что не будет пропускать воздух, и поэтому уголь, который там внутри, практически погаснет. Он будет едва тлеть. Но если нам понадобится добавить температуру, мы просто приоткроем двери, приоткроем дымоход, и уголь снова разогреется. И наведет на наших блюдах требуемую корочку. Но до этого еще далеко. Чтобы эта колбаса пропеклась как следует, надо подождать несколько часов. Знаете, сколько часов прошло? Мы начинали этот сюжет примерно в обед, а сейчас уже стемнело. Ну и ладно. Такое мясо и ночью можно скушать. Любой диетолог подтвердит. О! О! Уф! О! Вот этот кусочек мяса выпал единственный. Вы полюбуйтесь на него. Вы полюбуйтесь. Вы полюбуйтесь, а я его попробую. О! Так, но у нас же в тандыре еще и плов стоит. Плов вынимаем. Вы полюбуйтесь. Полюбуйтесь, какой здесь плов. А где мое огромное блюдо? Вот мое большое блюдо. И первым на это блюдо отправится плов. Опа! Раз, и пересыпали. О! Красавец!
Красавица, а не плов. Смотрите, сколько бы часов не стоял готовый рис, если нет лишней влаги, он никогда не разварится. Ну а теперь пора разрезать мясо. Вскрываем упаковочку. Пальцы липнут. Только прикоснешься к этой шкуре, и пальцы липнут. Потому что в этой шкуре замечательный белок, которого на самом деле не так уж много в мясе. Его много вот, скажем, в коровьих ногах, каких-то суставах. Словом, в тех продуктах, из которых обычно готовят холодцы, либо хаш. И обратите внимание, что шкура приготовилась полностью. Она очень нежная. Посмотрите, как легко она режется ножом. Больше того, эта шкура вполне съедобная. И третье, самое важное. Сейчас я не буду разрезать весь этот рулет. Пусть мясо остается внутри рулета. Оно остынет, застынет, превратится в единое целое и будет храниться достаточно долго. Его можно будет подать и через 3 дня, и через неделю. И каждый раз это будет очень вкусно. Дорогие друзья, мы снимали этот сюжет для того, чтобы удивить вас, для того, чтобы развлечь вас и, в конце концов, для того, чтобы пожелать вам хорошего настроения и приятного аппетита!